Жизнь — это 10%, что с тобой происходит, и 90%, как ты к этому относишься. Приветствую, друзья, на нашем канале. Сегодня мы катаем в нашу любимую игру Фаерия, в игру для ума. Я бы так ее охарактеризовал. И сегодня у нас легендарная колода на еще не менее легендарной карте Селеста. Это моно-желтая колода на летунах, с одной опциональной синей землей, водой. Я хочу сказать, это стало таким мейнстримом в рамках нашего сообщества, нашего канала. Всем большое спасибо за поддержку, потому что первая часть игры на данной колоде в ранге вышла в топ, причем обогнала и чемпионскую Пандору, и все предыдущие более старые видео. И сегодня нас ждет вторая часть. Я надеюсь, что битвы будут не менее эпичные, легендарные. Ссылку на первую часть магии Селесты на летунах я оставлю в комментариях. И, друзья, прошу вас о поддержке. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчики. И вместе мы сможем наше сообщество вывести на новый уровень и сделать так, чтобы в наши любимые игры играло больше людей. Сейчас мы ждем первого нашего соперника. Первым нашим соперником будет Ниблер или Найблер с таким ником игрок. Мы играем, напоминаю, в ранге, все по-серьезному. У нашего соперника 4-й ранг, как и у нас. У нас 4-й с одной звездой. Селесту, я думаю, стоит оставить. И изменчивый прилив тоже очень хорошая карта. И на самом деле хорошая рука. Правда, нету карт на первый ход. Второй, может, что-то сейчас зайдет на следующем ходе. Пока просто начинаем расстраивать земли с мыслью, чтобы выйти к халимам на дабл коллект. Поприветствовали нашего визави, нашего оппонента. И, я напомню вкратце, что колода это максимально фановая и в то же время универсальная. Вот, наверное, из моего личного опыта на Селесте наиболее стабильная и интересная колода из всех. По количеству возможных шагов, интересу она превосходит даже мою вторую версию, которая также, кстати, есть на нашем канале. Это Бурн Селеста вместе с опаляющим призраком. Ну и на всякий случай я напомню то, что краеугольная колода это, конечно, Селеста в данной колоде. Ее требование, чтобы она сыграла, это наличие не более одной копии карт в колоде. На всякий случай этот момент напомню для новичков. Если не соблюдать это условие, то она теряет свою оболочку защиты и спешку. Получается за 10 маны просто дракон 6-6 без каких-то дополнительных эффектов. Что ж, заходит нам Ариана. Одна из таких тоже очень стабильных карт. Потому что она понемножку прокручивает колоду, дает нам сокровища. И по сути это бесконечная карта. Если ее, конечно, не аля-ушить. И ее стоимость гарантирует, что в принципе ее можно разыграть на следующий ход в любом случае. Такая, довольно-таки, если грамотно ей играть, она в нужные моменты заходит. Довольно-таки, я считаю, сильная, возможно, имбовая карта. Что ж, у соперника интересная колода. Видимо, он будет защищаться. Опять нас Магда ждет. Наша любимая. Пока даже не знаю, как мы ее законтрим. У нас есть перемещение земли, что может быть неожиданностью. Ну, даже не знаю. Пока что думаем мы в мыслях, как Магду законтрить, чтобы очень много она хороших, интересных легендарок не привнесла сопернику. Я думаю, мы сейчас поставим Халима.
будем угрожать. Плюс у нас через ход, через 2 мы сможем разыграть Селесту. В общем, так или иначе, вот у нас много вариантов, как нам сейчас законтрить Магду. Мы можем на следующем ходе, неожиданность, я думаю, это будет для соперника, пододвинуть его землю и просто забрать бесплатно фактически Магду. Пока что я думаю, наверное, так и стоит поступить. Вопрос, где построим? Наверное, в агрессию больше пойдем, чтобы держать нашего оппонента в напряжении. Делаем магическое передвижение. Не даем, усложняем жизнь нашему оппоненту. Не будет он собирать ману с этого колодца своего на следующий ход справа для нас. И предлагаем размен для его барона Туглара. Хотя тут, наверное, логичнее идти к Халима. И потихоньку собираем ману, чтобы выходить в Селесту. И еще делать один внезапный, неожиданный удар для соперника нашего. Так, контрится Халим. Он... Я думаю, свою роль выполнил. Он законтрил Магду при помощи перемещения земли. Он забрал элементаля прыгуна, который потенциально тоже мог и дабл-коллект собирать, и контрить моих существ. И при этом еще и поранили барона Туглара, который сейчас нам особо и не мешает. Я думаю, пока не буду спешить с ним размениваться. Он ману не собирает. Плюс у соперника явно колода на мощных картах, поэтому, скорее всего, Туглар сделает бесплатную карту. Я напомню, у него последнее слово. Дает по бесплатной карте 2 игрокам, то ему, скорее всего, это будет выгоднее разгораться. Да, у него крох. Тут такая интересная колода на удешевлениях. Плюс, единственное, для меня тут был сюрприз Магда. Но, видимо, это такая запасная карта на всякий случай. Так, интересно. К нам приходит золотая клетка. Тоже очень хорошая карта. Она может апнуть силу атаки для всех наших существ. Я думаю, тут стоит сейчас играть Селесту и разбирать Крога как можно скорее. И уже думать что-то об атаке, потому что на следующий ход у нас Селеста будет перед врагом стоять. Но не хватает нам для полного такого красивого захода, не хватает одной маны. Чтобы мы могли поставить и клетку, и Селесту разыграть. Поэтому, наверное, сейчас мы просто пойдем в лесу. Я думаю, не стоит биться, потому что и первая карта, и барон Туглар, и Крох — это легендарные карты, которые удешевлять будут руку сопернику. Пускай сам выдумывает, разбивается, контрит. А мы идем в лицо. Так, что же предложит соперник? Ну хорошо, удешевился элементаль, это невелика потеря. А у нас появляется интересный шанс на финиш за счет башни Селесты, которая дает штурм 3. И, как нельзя, кстати, заходит нам... Кстати, вот ошибку соперник допустил. Он обед Крога выставил, когда Крог на столе. То ли просто перед лицом выставлял. Ну, не играет так эффективно теперь эта карта у него. Для нас это опять-таки плюс. Я думаю, может собрать ману и забрать Крога последним кошмаром, не давая удешевления. Плюс... Плюс. А ну-ка, стоп. 11. Чуть-чуть мы не наносим. Не наносим мы летал за счет клетки и башни Селесты. Поэтому будет план А. План А.
Это законтрим мы Крога. И у нас остается теперь еще замечательный удар в лицо. Чтобы по морали сопернику вывести. Ну, летал на следующий ход. Он, конечно, может убить Селесту, но... Вопрос, есть ли насмешки? Ну, в этой колоде есть насмешки, насколько я знаю. Но нам повезло. То, что насмешка не была поставлена. Теперь у нас, кстати же, есть перемещение ветра. Ну, вот, насколько... Видите, данная колода позволяет множество просто вариантов. Была ошибка, клетку я не поставил. Золотую могли бы больше нанести урона сопернику. Ну, все равно мы пока что, мне кажется, все контролируем. Даже насмешку мы можем перемещением ветра, я напоминаю, эта карта может и врага за дополнительную стоимость перенести, то есть отодвинуть насмешку. Так что у нас пока складывается все хорошо. Я думаю, или соперник сейчас сдастся, или просто позволит. Хотя 8 маны я не буду спешить с выводом. Ждем. Думает соперник. За 8 маны можно, конечно, комбинацию интересную разыграть. Интересно, зачем лез ему в этой колоде. Такая нестандартная, конечно, прям колода. Или ему успела Магда какое-то существо легендарное нужное. Вот я не помню. Что там Магда дает. Ну, вот как я и предполагал, мы просто передвинули, переместили себя за бесплатно даже. И сделали летал. Хорошая была игра, живая. Я думаю, моя задача вот максимально эту колоду раскрыть. Сейчас, кстати, друзья, напоминаю, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, пожелания, советы. Сейчас в данный момент находится в разработке наш официальный сайт, где мы будем всегда к каждому видео, такая задумка, выкладывать дополнительную информацию по колодам. Соответственно, всю саму колоду, самая наиболее частая комбинация. Хотя с Селестой это будет сложно сделать, потому что тут комбинаций несчетное количество. В этом она интересна. Много карт, все по одной, но они друг с другом настолько хорошо коннектятся, синергия у них настолько крутая, что можно разыгрывать просто такие бесконечное множество. Каждый раз это абсолютно новая игра. Абсолютно новая стратегия может быть. Даже если Селеста не заходит. Так, против нас играет Дикий W Cheats. Это будет Rush. Это 18-й год ранг. Довольно-таки высокий у нашего оппонента. И это будет интересно. Потому что против Раши я на данной колоде еще не играл. Посмотрим. Может быть и проигрыш. По идее, колода довольно-таки, ну, я бы назвал средняя с развитием. Да, она требует в идеале 5 песка, но это уже на более такие конечные финальные карты. Поэтому для комфорта в основном хватает 3 песка для комфортной игры. Так, ну это Раш со спешками. Ну, скорее всего, тут зелень еще будет, я так думаю. Вопрос... Куда ставить нам сейчас наши карты? Да, мы пока что все контролируем. Это мне нравится. Я не буду забирать его своим песком, сейчас удушающим, потому что, думаю, он и так контрится. Не будем спешить, может что-то интересное получится. А может это была и ошибка. Теперь, хотя сейчас я могу бафанное существо забрать. Главное, чтобы атака у него не увеличилась. Ну, тут, скорее всего, габрианские чары. Ну, вряд ли, наверное, просто бафы. Наверное, просто бафы. Хороший ход. Мы теперь смело можем... Эта карта себя оправдает. Она бы на первом ходе оправдала, но
чутье подсказало, наверное, что не стоит спешить. Все довольно-таки пока комфортно у нас с Рашем получается. Строим земли, закрываем по стайл-гайду эксперта Макса. Кстати, и данная статья тоже будет реинкарнирована, улучшена, обновлена. Очень советую почитать для тех, кто в Фаере новичок или даже средний игрок. Там очень классно прям гайд, как защищаться от Раша, как правильно ставить земли, как правильно ходить, на что обращать внимание. Также, я думаю, раз упомянул, то с запуском сайта мы разместим в описании ссылку и на эту статью. Так, стол пока у меня, это пока благоприятный исход, который дает нам шанс на выживание. Хотя жизни у нас 12 осталось, но смотрим, что нам наш... коллега еще преподнесет. Все земли я не могу закрыть, но на следующем ходе, предположительно, мы можем закрыть и лес. Пока что комфортно. Если что-то сейчас будет суперсильное, у нас есть последний кошмар. Хватает на него земель, хватает на него маны. И я думаю, если что-то хорошее выпадет, мы будем идти в лицо. Ну, пока, я думаю, стоит дропнуть карту. Или... Нет, будем закрываться. Будем закрываться, расстраиваться все-таки максимально. Пока комфортно все. И я думаю, тут стоит понемножку к лицу подбираться и ждать действий оппонента. Я думаю, тут очень мне все комфортно. Пока что я буду отвечать на его вызовы. Если он ничего не сможет хорошего предложить, достойного, то уже через ход, через два, конечно, ему придется отвечать на вызовы перед своим лицом. Ну, обычно на раше я не любитель играть на желтом раше там, или на зеленом, на лягушках, разве что на синем раше, так называемом, можно играть. Так, ну тут вердуранская сила, может ты еще и бафнешь? Нет, не бафает. Мы даже можем здесь сейчас похилиться, я думаю. А может и Селеста нам придет. Нам приходит Селеста. Тут много вариантов. Опять же, видите, насколько это многофункциональная колода. Мы можем и так поступить, и так. Я думаю, мы прибережем последний кошмар. Так как мы спокойно по статам закрываем. Дропнем карту, чтобы насытить существами. Ну, не насытим мы существами. Идем в лицо Селестой. Тут все очень просто. Я думаю, раш не задался нашего оппонента. И колода данная показала себя хорошо с рашем. Я так смело пошел в нападение, потому что у нас есть последний кошмар. Чтоб там соперник сейчас не выставил, мы, скорее всего, это законтрим. Плюс Халим, он дотягивается до любой клетки. Ну, почти до любой. Угу. Ну, сейчас... Опять же, множество вариантов. Думаю, просто мы кошмаром заберем. Не мудрствуя лукаво. Сдался. Соперник не стал дожидаться, летало. Мы нашли ответы на все его запросы. Что ж, приятно. Обыграть Раша вдвойне приятно. Вдвойне приятно, когда так уж земли выстроены у твоего лица, потом оказываются под лицом у твоего соперника. Хорошо, быстро нашло. Против нас играет Sublimation. Я думаю, это будет наш третий на сегодня завершающий поединок. Было бы хорошо сделать тройную победу.
Кстати, рядышком мы играли против топ-18 из Годранга на позапрошлой игре. Вот топ-17. Сильный оппонент будет у нас. Значит, будет интересная игра. Я надеюсь. Начинаем по Деону выходить между колодцами. Поприветствуем нашего коллегу. Ух, заход хороший, много вариантов, можно по разным флангам выходить. Я даже думаю, начнем мы со всех карт наших, чтобы сразу идти брать с двух колодцев ману, копить под Селесту или под Манта Райдера, наездника на скате. Ох, против нас желтый темп играет, да, желтый контроль. Летуны тоже. Это будет... И, ну, судя по всему, это явно уже не Селеста, так как у него две уже одинаковые карты есть. Ну, против данной колоды будет сложно. Мой прогноз будет битва за стол. Очень сильная. Поэтому я начинаю выставлять максимум существ. Да, да. Смотрите, аналогичная игра идет. Встретились две, что называется, одинаковые философии. Но у меня есть сюрпризики в виде таких прыгунов. Вот так я агрессивничаю с возможностью выхода на дабл-коллекты. Но у соперника 10 мана. Это, конечно, уже пугающая цифра. Сейчас что-то начнется. Здесь, ну, скорее всего, у оппонента перемещение, контроль, удушающий песок, последний кошмар, похищение души. Наверное, тут весь полный комплект этот есть. Плюс перемещающий дракон наш, который требует 5 земель. Ну, там она желтая, очевидно, у нашего оппонента игра. И судя по его рангу, он хорошо данную колоду овладел данной колодой. Крыло демона у нас на столе. Пока что мы, вот, я думаю, уже накаляется ситуация, и кто-то уже сделает первый ход. Первый ход в бой пойдет. Потому что пока это все контрится, что он выставил, очевидно, что еще будут сейчас какие-то сюрпризы. За 7 мана много чего можно разыграть. Уже есть и последний кошмар, уже и перемещения могут быть разыграны. Это практически все. С 4 песками. Ух, такой бой. Пока что не обещает он быть легким. Ну да, вот. Пожалуйста, последний кошмар, потом порыв ветра и наш Манта Райдером, наш наездник на скате вместе со скатом проигрывает, а выживает существо. Я думаю, хороший размен, может не лучший, но хороший. А у нас и капитан Дракар зашел, очень хорошая карта, я думаю, ее сейчас стоит разыгрывать и просто идти Ганной пока в размен, убирать 5-1. Существо врага, а Дракара займет ее место по сбору маны. И плюс он будет бафать наших летунов, а у нас тут все летуны. Ионочкой мы идем на дабл коллект. И пока так и оставляем. Я не хочу летающим прыгуном, конечно, своим сейчас с крылом дракона размениваться. Не сильно мне он кажется выгодным. Плюс очень хорошо сейчас у меня стоит прыгун. Не в центре, конечно. Вообще было бы это оптимально поле. Но достает до многих существ. С учетом, что у меня есть перемещение и башни Селесты. Так, ну вот, Soul Drain первый пошел. Пошел он против нашей Ионы. Вот у меня, пожалуйста, бафнулся. Первый мой летун. Приятно, кстати, может законтрить. Я, наверное, так и сделаю сейчас. Попробуем законтрить. Крыло дракона одно. И пойти налево. Пока каких-то комбинаций супер я здесь не вижу. Хотя у нас есть
возможность 2 маны получить, нанеся себе урон, сделав договор с нашей душой. Но пока, думаю, не стоит. Сыграем более все-таки за расположение, за контроль доски. То есть не буду я сейчас идти в прямой стык с существами. Разве что поставлю тут хорошую землю и, скорее всего, не буду контрить. Законтрю, не буду контрить, не буду все-таки. Я решил, пусть это будет неожиданностью. Я подумал, не стоит сейчас это тратить, потому что, ну, сбору маны я не помешаю. Там есть еще одно крыло дракона, плюс у меня же есть клетка, и я могу разыграть на 3 урона мою спешку за 1 ману. Поэтому, мне кажется, он еще пригодится, потому что обещает борьба быть... Ну, соперник ни в чем не уступает. Вот, пожалуйста. Пошел уже и дракон наш со штурмом 5. Но это надо сейчас контрить. Пока что надо дракона контрить, это 100%. Потому что штурм 5 это контроль над всей доской. Надо от этой мерзости избавляться. Ну, мы это можем сделать. Башню Селесты подключим. И при помощи золотой клетки, даже не будем тратить мы нашу спешку, пока все здесь у нас получается. И не забываем поставить клетку золотую. Такая карта, выручалочка во многих играх уже была. Очень она мне нравится. Это здание. Что, нанести себе урон и еще поставим или фею воткнем. Фею воткнем, прибережем мы. Прибережем, наверное, договор с душой, или не перебережем, или... Так, что нам это сейчас даст? Я думаю, от 3-5 надо избавляться. Вот сейчас комфортное положение. У меня есть 2 существа. Ну, конечно, у соперника 5, он развился до максимальной необходимых ему количества земель. Нам же нужна для максимального развития будет еще 1 земля, это песок. Если опять же будет такой дракон или перемещение. Вопрос, есть ли у него чем законтрить фею. Будем надеяться, что нет, и она выживет. Ну, несомненно, однозначно классный поединок. Я так скажу, как он закончился. О, а вот и перемещение. Ну, красиво было сыграно. И теперь, смотрите, как меняется ситуация. Переворачивается, теперь у оппонента все хорошо. Дроп невезуха. Непруха, друзья. Фейка не бафнулась наша. На это была надежда у меня. Что ж, теперь мы... Теперь надо максимально закрывать лицо, я думаю. Не давать вообще почистить стол, иначе это будет проигрыш. Крыло демона. Сейчас договор с душой я использую. И мы сможем еще поставить 1 существо. Ну, фейка, конечно, это был факап. Жалко. Жалко. Что тут сделает соперник? Ну, он может или бесплатно фейку забрать, ну, практически бесплатно, или в здание наше удариться и забрать +1. А, ну, он даже лучше поступит, украдет у нас. Ух ты, но это неожиданно. Я думал, он будет биться, тут контрить что-то, но, видимо, тоже ему нужна мана. Хотя куда уже больше. Это уже жадность, господа. Зачем ему 7 маны? Какую он комбинацию еще хочет разыграть? Да, пока что мы ограничены на одном фланге.
И это еще не факт, до конца хода может. И другие существа могут зачиститься как-то. Как-то. Может быть, солдат у него есть ветром. Со спешкой. Могу сказать точно, что из сегодняшних игр это будет самое потное, самое сложное за контроль. С профильной колодой, я бы сказал, где существ контроля не по одному, как в моей колоде, а по 3, может быть, копии. Но у нас зато есть Селеста. Замечательный кристаллический дракон. Халим. Мало маны, конечно, чувствуется это. Но тут однозначно надо забирать крылом демона Халима, дабл коллекта и ману взять. Это однозначно классно размен будет. Наверное, забыл или не учел Sublimation за то, что у нас есть башня Селесты. И так, Халимом мог бы бесплатное издание забирать и там еще что-то контрить. Но это хорошо для нас, есть шанс. Теперь в игру вступает наш Халим. Как смотрите, от хода к ходу меняется ситуация. Сейчас, хотя 5-3 наездник на скате это сложное существо, когда нет олягушения, потому что в любом случае еще останется со штурмом 2 скат. Поэтому зачищать, прям так зачистить, наверное, будет сложно нам, но возможно. Но я сомневаюсь, что сейчас он никаких действий не предпримет, ничего не выставит. А так мы можем удариться к Халимам, он выживет, и потом с башней Селесты добить. Теперь уже не можем такую комбу провернуть. Но к Халимам в лицо можем пойти. Но последний кошмар. Да, для этого сбор маны пошел. Опять ситуация, я бы сказал, переворачивается немного, но пока все под контролем. Хотя, знаете, как в шахматах, на данном ходе, если бы рассчитывать вероятность победы, наверное, пока она лучше у соперника. Элементалем, что ли, в лицо. Ну, надо однозначно угрожать. Я думаю, если я сейчас закроюсь у себя на базе перед лицом, без каких-то возможностей угроз, это плохо закончится. Есть мне, чтобы с одним существом, смотрите, сейчас, при условии, что ничего не выставит оппонент, надо потратить 2 своих. Это невыгодно, конечно. Но я помню времена, когда наездник на скате был вообще имбовой картой. У него, если не ошибаюсь, изначально это была карта из Oversky, Сверхнебесья. У него еще и Штурм 2 был не только у ската, но и у самого наездника. Тогда эта колода вообще была еще более сильная за счет такого преимущества. Но потом в какой-то момент был нерв, ребаланс. Еще одно перемещение у нас идет. Еще одно перемещение. И еще одно перемещение. Для сбора маны. Ну, по-моему, уже играется со мной. Наверное. Что, у тебя еще что-то есть поставить? Наверное, моя фейка. Моя фейка. У него же есть. Нет, не стал ставить ее. Так, сокровище. Может, тут будет, ну, Гвардианс, насмешки. У нас маны не хватает. Кристалл тоже там куколка не надо. Ну, тут только я вижу ключ брать. И попробовать надеяться, что там что-то хорошее выпадет в желтых существах. Ох, ну, такое. Вот пока что не везение. С феей не повезло и, ну, Чарджера, ну, может быть, но тоже не та карта, которую бы я ждал, честно говоря. Что тут ударить? Вопрос еще. Стоит ли что-то бить? Скат 2-2 на дабл коллекте у меня.
Или в лицо пойти, да и все. При любой непонятной ситуации иди в лицо, да. Это нас выручило в первой игре. Возможно, и тут стоит идти в лицо. Опять же, философия, которую я взял из статьи экспертной, совета эксперта Макса, моего коллеги по каналу, по нашему проекту данному. Надо идти в лицо. Сопернику потом в любом случае придется размениваться чем-то с картой, а так мы еще и урон нанесли, чем просто мы разменяемся с каким-то из его существ. Переломить ситуацию на прошлом ходе я не мог никак зачистить стол, поэтому просто будем пока наспамливать у лица. Пускай думает сейчас больше о защите, чем об атаке. Друзья, если нравится данная катка, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И я думаю, вот, скажем так, по легендарности, да, если взять, потому что так уж вышло, что и в первой части с Селестой на летунах была эпическая третья битва с чемпионом, с Мартусом. Вот и сейчас получается. Ну, зачищен мой стол. Опять этот вредный скат летает, собирает ману. Тут у меня есть стервятник, конечно. Ну, наверное, нужно стервятника играть. Потому что если сейчас фейка еще и пробафается, это будет минус только для меня. Хотя вот так невыгодно стервятника я еще, наверное, не разыгрывал. Ну, кстати, я забыл учесть эффект золотой клетки, и мы потенциально можем законтрить скат на следующем ходе. Но пока для меня все печально. Вот последние хода 3-4 как-то битва уже не в мою сторону пошла, вот это я чувствую. Но она может интересно и переплюнет битву, которая была с Мартусом. Обязательно вот ее стоит посмотреть. Очень классно. Ссылочка будет в описании на эту игру. Там есть тайм-коды, можете при желании сразу перейти на третий бой. И сейчас этот бой вот стоит первых двух. Даже Раш 100% он обошел по напряжению. Но здесь у меня есть контрмера. Раньше я недооценил. Это наш пушечный выстрел как раз под летунов. Мы контрим, не даем его драконам развиваться. И сюрприз. У нас тоже есть перемещение, которое уже 2 раза было сыграно против нас. Жалко, я ничего выставить еще не смог. Ну, было бы, наверное, вообще слишком бы идеально. Еще один наездник на скале. Хорошо. Еще одна для меня довольно-таки сложная карта, но тут я уже могу хотя бы, по крайней мере, сейчас более-менее свободно выдохнуть. Куда нам в битву сразу ставить Ариану в надежде еще на сокровища? Я тут могу сейчас 2 существа даже выставить. Вопрос, кого? Ариану, наверное. И поставлю я еще одну угрозу. И буду идти в лицо. Пускай бьется от меня, пускай что-то выдумают. Я буду идти в лицо. Если, конечно, он не зачистит стол прямо сейчас. Фух, ну и битва. О, да. Ну что ж, я думаю, эта битва может сравниться по напряженности действительно с третьей игрой против Мартуса. Поэтому спасибо всем, кто смотрел, друзья. На книжку «Что почитать» хочу я такую ввести традицию. Я советую почитать книгу Валерия Стрельчика «Легенда о Титанах». Ссылку также добавлю в описании. Спасибо вам за лайки ваши, за комментарии, за подписки. Было интересно. Селеста себя оправдала в очередной раз.